Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у меня фонарь от бренда Saphirn, модель фонарика HS43. Приехал фонарик в знакомой нам коробчонке. Коробчонка у нас матового цвета, а сам фонарь напечатан в глянце. И такое ощущение, что на коробочке лежит натуральный фонарик. На данной стороне, как всегда, имеется QR-код, перейдя по которому мы с вами найдем инструкции на множестве различных языков. На данной стороне у нас указаны основные характеристики. Это максимальная яркость 3200 люмен, максимальная дальнобойность 184 метра, максимальное время работы фонаря 6 часов, но здесь сделаю акцент, что данное время указано на низком режиме, поэтому обратите на это внимание. Ну и вес фонаря 148 грамм. Здесь опять же модель фонарика у нас HS43. В коробочке находится фонарик черного цвета Black. Построен на базе светодиодов TN3535 с цветовой температурой 6500-7000 Кельвин. Полный набор и, конечно же, все сделано в Китае. Ну а что нам известно о данных светодиодах? Это SMD светодиоды белого свечения, высокой мощности и яркости, работающие максимально на 3 амперах. И работающая на напряжении от 3,1 вольта до 2,7 вольта. При этом, конечно же, поскольку светодиоды мощные, выделяют очень большое количество тепла. Собственно говоря, это тепло мы с вами и чувствуем, держа фонарик на максимальных режимах в руках. Ну и на задней стороне, как всегда, присутствует табличка с расписанием всех режимов. Значит, у нашего фонаря есть низкий режим, который работает на свечении 310 люмен и который может проработать вот этих вот самых 6 указанных, друзья, часов. Дальше. Медиум, средний режим, который работает на 900 люмен. Работает, друзья, всего лишь 13 минуток, после чего сваливается на 650 люмен и сможет проработать еще 3,5 часа. Высокий режим работает по максам 3200 люмен, но работает, друзья, он всего лишь одну единственную минутку, после чего сваливается на 1000 люмен и сможет проработать еще 2,5 часа. Также в фонарике имеется красный свет, красное свечение, которое работает на 120 люменах, всего лишь 3 минутки, после чего сваливается на 65 люмен и сможет проработать еще 7 часов. Вопрос, почему указано именно работа белого свечения, а не работа красного свечения. То есть на красном свечении как бы фонарик подразумевается, что тоже работает, и он уже работает 7 часов. Но опять же, правильно, красное свечение нам редко-редко нужно, там рыбакам или кому-то еще. Ну а мы с вами, вот здесь есть такая пленочка со стрелочкой, вскрываем и смотрим комплектацию. Вытягиваем за стрелку. Поддерживаем под низ эту всю коробочку, так как внизу находится сам фонарик, и он может выпасть. Ну а здесь у нас вот такая желтая бумаженция с надписью «Прочти меня». И здесь указано, что возможно использование 2 изоляторов. Ну и либо одного изолятора в одном из мест. То есть либо под плюсом, либо под минусом, которые мы с вами должны удалить при работе с фонариком. Также имеется вот такая газета «Труд» или «Правда». Наверное, «Правда». Это замечательно, клянусь Богом. Русский язык присутствует. Опять же, здесь указаны, друзья, все буквально характеристики. Имеется обрубочек, кабель зарядки Type-C, Type-C. Тут сантиметров, не знаю, 20-25, не больше. В пакетике, как всегда, имеется классный темлячок. Вот такой вот темлячок. Ну и, конечно же, 2 запасных резиновых кольца. Также имеется вот такая вот прищепочка. Двухсторонняя, классная. Переворачиваем коробку и уже наблюдаем сам фонарик и налобное крепление. Давайте начнем с налобника. Вот такое, друзья, крепление. То есть абсолютно качественное крепление. Качественные, видите, тянущиеся вот эти вот шлеечки. На 3 шлейки. Тоже немаловажно. Но есть один маленький минус. То есть, когда я в гараже, допустим, использую фонарики, будь то Вуркас, либо Saphirn, вот с таким креплением,
и использую на кожаной кепке, то все это дело сползает. То есть хотелось бы здесь таких вот вкраплений, силиконовых этих вот точечек, чтобы все это дело не сползало ни с кожаной кепки, ни, собственно говоря, кто работает в каске. А так, вот есть множество регулировок, все в принципе отлично и замечательно. Ну и само крепление пластиковое. На крепление, обратите внимание, есть вот такой вот зубец. Для чего он нужен? Берем фонарик, защелкиваем в наше налобное крепление. На фонарике тоже, видите, есть такие накатки-насечки. И этот вот зубчик упивается в эти насечки, тем самым не дает самопроизвольно фонарику нашему проворачиваться. Видите, какой звук, слушайте. То есть имеем вот такие щелчки. За счет этого фонарик очень жестко и постоянно будет находиться под нужным вам углом. Ну а так, друзья, фонарь выглядит на лбу. То есть отличный рабочий фонарь. Вот, если вам было видно, вот так он сидит. Значит, что хочу сказать. Конечно же, фонарик имеет вес. Он немножко тяжелее вот фонариков такого же плана и класса, которые работают на элементах 18650. Но опять же, в данном случае мы имеем дополнительный запас энергии, что немаловажно, допустим, для меня, работая где-то в гараже с каким-то автомобилем. Но опять же, будет полезен охотникам, рыбакам, я там не знаю кому еще. Раколовам, да? Вот, поэтому фонарик зачетный, могу смело рекомендовать. Очень простое управление, пожалуйста, вам низкий уровень, средний, высокий. Не нравится, пожалуйста, красный. Все просто, отлично. Не нравится, выключили, пошли обедать или положили фонарик на зарядку. Так, пока снимаем все это дело. И защелкиваем вот такая вот прищепочка, да. Может вращаться полностью по периметру, по всему фонарику, как вам удобно. Вот. То есть прищепка у нас двухсторонняя. Либо мы сюда что-то там, козырек какой-либо цепляем, либо сюда. Не нравится так. Снимаем, переворачиваем, крепим вот так. То есть такая многофункциональный зажим. Пока снимаем и рассматриваем сам фонарь. Значит, фонарь наш, опять же, построен на светодиодах 35-35. То есть, раз, два, три. Вот этих желтеньких точки, это 3 наших белых светодиода. Ну и вот эта вот точка потемнее, это светодиод красного свечения. Фонарик изготовлен из анодированного алюминия, там какого-то аэрокосмического, да. Но, опять же, качественно на любом из фонарей. Простейшее, друзья, имеет фонарь управления. То есть вот такая крутилочка на 5 режимов. То есть режим выключено, режим красного свечения, режим низкого, среднего и высокого белого свечения. И все. И не надо там нам ночью нащупывать какие-то там кнопки, тройные, пятерные, там не знаю, десятерные нажатия делать, чтобы переключиться в требуемый нам режим. Просто крутанули. Получили то, что надо. И ничего больше как бы не регулируется. Просто замечательно. Здесь находится разъем зарядки Type-C. Очень хорошая такая и герметичная резинка. Скорее всего, это силиконка. Вот. Так что как-то так. Имеет фонарик еще плюс ко всему очень, друзья, мощный магнит. То есть внутри в нем установлен аккумулятор 21700, который тоже неплохо весит, но фонарик прекрасно себя чувствует, видите, вот на боковой поверхности, притом металл не особо толстый. Итак, в гараже день, включаем фонарик в низкий режим, и вот смотрите, какое у нас освещение. Ну и, собственно говоря, цепляем куда-то на крыло, направляем вниз, там, если надо поменять колесо ночью, то даже на низком режиме все будет прекрасно освещено, вот, и можем спокойно проводить какие-либо работы. Ну, либо цепляем где-то под капот, либо на кепку, опять же, при помощи вот этой скобы прищепки. Откручиваем. И смотрим, есть у нас изолятор. И по инструкции мы его удаляем. Также вынимаем аккумулятор, рассматриваем. Брендированный аккумулятор Сафирн имеет 5000 мАч. Вот как-то я этот аккумулятор, по-моему, тестировал. То есть тестировать не будем. Поверим на слово. Отличный аккумулятор. Но только, друзья, для фонариков. Для инструмента не пойдет. Он не высокотоковый. Ну, внутри я вижу, я не знаю, вам видно ли будет. Здесь у нас, опять же, позолоченная пружинка плюсового контакта. И в крышке
Опять же позолоченная пружинка контакта минус. Все это дело собираем, скручиваем и смотрим режимы. Ну, настолько простой в управлении фонарик. Опять же, друзья, кто из вас охотник, рыбак, там, не знаю, кто еще. Ну, вот, могу смело рекомендовать. Покрутил, поставил и как бы все. Так, при включении, включаем, допустим, на красное свечение, мы видим, здесь горит зеленый светодиодик. Значит, когда горит зеленый светодиодик, то наш заряд аккумулятора составляет по максимуму 100%, допустим. В инструкции там в процентах, кстати, не указано, а указано просто по максам. Если у нас горит оранжевый светодиод, это говорит о том, что у нас уже заряд средний. Если горит красный светодиод, заряд минимальный. Ну и если уже красный мигающий, то заряд меньше минимума, допустим. Это 1,25%. И фонарик пора ставить на зарядку. Народ, предлагаю посмотреть еще, будет ли работать наш фонарь во время зарядки. Значит, подключил я кабелек, подключаем к фонарику. Видим красное свечение, заряд пошел. Будет у нас светиться зеленым, значит фонарь полностью заряжен. Итак, заряд пошел, давайте смотрим все режимы. Красное свечение, ой, опять я белое. Красное свечение полностью работает. Низкий режим полностью работает. Средний и высокий режим. Все, друзья, работает даже на зарядке. Класс. Ну а мы с вами давайте, наверное, начнем с красного свечения. Давайте я включу. Ой, что я включил? Вот красное свечение. Очень сильно бьет, друзья, по глазам данный фонарь. Получаем мы с расстояния сантиметров 35-40 вот такое красное пятно на столе. То есть, опять же, каким-либо рыбакам, какие-либо там червячков искать или что. Ну и опять же, ночью этот свет не так сильно бьет по глазам, как, допустим, свет белого свечения. Все, дальше через выключено. Включаем низкий режим. И получаем с такого же расстояния вот такое вот белое пятно. Высокий режим. Второй. Вот видите, как уже у меня два софтбокса включены, плюс лампочка, плюс сегодня еще день, и вот так вот все прекрасно видно. Ну и это у нас средний режим, извиняюсь, был, и высокий режим, вот такое вот освещение. То есть довольно неплохо он лупит. Не смотреть на сами светодиоды, можно сжечь глаза. Итак, захотелось мне, народ, сделать пару тестов, ну, днем. Вот видите, падает солнечный свет в гараж через двери и окно. И давайте низкий режим. И вот смотрите, что получается у нас днем. То есть нормальное такое вот пятно освещения. Средний. И высокий. Бах. Интересно, что будет ночью. Ну и давайте уже сделаем красное свечение. О, видите, какое заливное пятно красное днем. Давайте развернемся прямо к дверям. И мы получаем все такое же, вот даже на самом ярком освещении, вот из ворот. Видите, ворота открыты, на улице солнышко. Вот такое красное пятно. Вот, в принципе, такой сегодня коротенький был обзор. Сейчас пойдем, не сейчас, вернее, а дождемся ночи. И, конечно же, ночью посмотрим вот этих вот 4 режима, как и что светит. Ждем. Итак, народ, у нас глубокая, можно сказать, ночь. То есть и небо темное, и все вокруг темное. Вон вдалеке фонарик, фонарики в цветочнике, и погнали. Давайте начнем с низкого режима. Вот такой вот низкий режим. То есть смотрите, как все буквально освещено. До березок, конечно же, не добивает, хотя глазом я немножко вижу освещение уже березок. А так освещение просто заливное. Можно спокойно опять-таки ехать на мотоцикле, не говоря уже о велосипеде. Итак, средний режим. Вот, уже намного лучше. И березки уже более-менее просвечиваются. То есть до этой березки, вот которая в центре экрана, где-то порядка 65 метров до макушки. Ну а вон до той березки, которая между маленькими деревьями, порядка 80 метров. Может быть даже 85. Ну и давайте. Высокий. Бах. Сварка, можно сказать. Итак, березка одна, вторая вон вдалеке еще лучше видна, наверное, чем первая. Просто классно и замечательно. Давайте, пока не переключился фонарик. У меня есть тут деревце. Значит, смотрите. Два дерева справа-слева. И между ними
вдалеке метров 200 плюс есть дерево. То есть глазом я вижу немножко освещенное вот это вот дерево вдалеке. Но вам, наверное, видно, конечно же, не будет. Но еле-еле дно добивает. Да, в руке фонарь просто горит. На высоком режиме очень сильно греется. Ну и, соответственно, по термоконтролю все это дело у нас будет контролироваться и падать. Поэтому отсюда и такое короткое время горения высокого режима. Ну что ж, красное свечение. И бах. Вот такой вот красный заливной свет. Тоже бьет довольно-таки далеко. Все, что белое дерево, видите, как отлично просто видно. Ну, давайте вот сюда, в этот коридорчик между гаражом и виноградником станем. И просто прекрасно вон туда это все дело добивает. Расстояние не помню, но я отсюда вот вижу и вольер прекрасно, и баня мне там видна. То есть отличный заливной свет. Котейка мой. Весь красный, хотя он такого серого мышиного цвета. Вот такое освещение. Вот на гараже такое пятно мы видим. Ну, то есть, опять же, тем же рыбакам, наверное, или просто там людям в походе, кто ходит по ночам там где-то в горах, в лесу, может быть, и будет полезен данный красный заливной свет. На этом, друзья, все. Всех благ, крепкого здоровья. Переключимся мы на дальний, вернее, на максимальный режим. И пустим вот такой лучик в небо. Вот сколько разного рода пыльцы и мошкары летает. И будем на этой ноте с вами прощаться. Всех благ, крепкого здоровья. До новых видео. Пока. Так ты говорил правду. Я часто так делаю, а вас это удивляет?